Мабухай! Привет, друзья! Кому-ста? Меня зовут Марижения из Филиппин, я изучаю русский язык. Наше видео сегодня немного будет другим. Я уже говорила в реальной жизни, мой русский не очень хорош. В моих видео я говорю великолепно, потому что я много раз повторяю своих сценарий, прежде чем я размещу видео на мой канале. Конечно, это очень тяжело для меня, но мне нравится, потому что это хороший вызов. Сегодня я поговорю с моим другом Кике, и он очень хорошо говорит по-русски. Я просто задам ему несколько вопросов об своей жизни в России и об изучении русского языка. Я надеюсь, что я узнаю что-то у него, что поможет мне улучшить мой русский. Ребята, если вы хотите узнать о Филиппинах или даже о моем опыте здесь в России, обязательно подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Hola, Кике! Hola, Mary Jane! Так, давай, Кике, расскажи нашим друзьям, как долго ты живешь в России? Я уже почти 10 лет живу в России. Очень долго. Да ладно, 10 лет? Да ты что? Да. Может быть, ты не мексиканец, а ты русский? Ну, наверное, не знаю. Русская душа, это точно, это 100%. Русская душа. Офигеть. Круто. Давай следующий. Почему ты решил жить в России? На самом деле это может быть очень длинный ответ, но мне очень нравится Россия, русский язык, и на самом деле я хотел жить, где очень мало мексиканцев. Понятно, что для Мексики очень много думаю, что давайте поедем в США, жить все это, да, но на самом деле там уже очень много мексиканцев, и я хотел вот именно попасть в страну, где очень богатая культура, очень красивый язык и где мало мексиканцев. Ну да, это Россия, правильно. Но ты здесь работаешь? Да, я работаю в России, даже я преподаю испанский язык. В моем канале вы можете найти бесплатные уроки. А как долго ты изучаешь русский язык? 10 лет тоже? Ты знаешь, я на самом деле еще больше, потому что когда я был в Мексике, в своем городе, я ходил на курсах русского языка. Мне кажется, 1,5 года я ходил. Я думал, что я понимаю русский язык, но, конечно, когда приехал в Россию, я очень удивился, что практически ничего не понял. Я мог читать, но, к сожалению, воспринимать русскую речь уже вживую, это очень сложно. Ну да, я согласна. Переводы или некоторые фразы, которые я вижу в книгах, они очень формальные или очень устроили, и они не очень полезны в реальной жизни. Ты знаешь, что же одна большая отличие, когда я учил русский язык в школе, если ты не понимаешь, преподаватель еще раз тебе повторяет спокойно все, да? А в России сразу начинают кричать, типа, что непонятно, или... Да, это, конечно, было очень сложно. Ты тоже делал русского языка курсы или нет? Да, первый год я, соответственно, у меня есть магистратура в России, поэтому был на русском языке. Здесь обязательно первый год учиться на русском, а потом уже по профессии. В итоге у меня есть русское образование, и да, примерно 4 года я учился здесь в России, а потом работал. А ты тоже советуешь изучающим русский язык пройти курс? Да, конечно, я советую учиться в России в плане, на самом деле, если хочешь хорошо говорить на русском, я думаю, обязательно нужно жить в России или русскоговорящих стран, потому что за границу это очень сложно, не хватает практики, русский очень сложный язык, поэтому да, если у вас есть цель заговорить на русском, я думаю, как минимум вы должны хотя бы год жить в России. Ну ладно, я думаю, что мне нужно найти курс сейчас. Да, и общаться с русскими, потому что тоже ты можешь очень долго жить в России, а при этом только общаешься со своими друзьями. Мне кажется, первый год я только общался с латиносами, и, конечно, у меня не было такой рост. А когда именно начинал дружить с русскими, конечно, да, стало гораздо лучше.
Я не делала формальный курс, но я не очень уверена, если мне нужно это или нет. А что самое сложнее в изучении русского языка? На самом деле, русский язык, я считаю, что один из самых сложных языков в мире, поэтому я могу тебе очень много и отдельное видео посвящать этому тему. Но если коротко сказать, конечно, падежи. Да, я согласна. Это очень сложно, потому что все склоняется, и есть очень много исключений. Я говорила уже, ребята, падежи, это вообще очень сложно, это просто геморрой для иностранцев. Поэтому, да, падежи, наверное, самые сложные на русском. И тоже правила пунктуации очень сложно. Мне кажется, сами русские не все знают, где поставить точка, запятая, 2 точки, 3 точки. Это отдельная тема. Да. Давай расскажи, какая твоя любимая русская фраза? Ты знаешь, сейчас мне в голове прошло типа «черт возьми». Не знаю, если это моя любимая, но сейчас было самое первое, которое мне в голову пришло. «Черт возьми». А какие сериалы ты рекомендуешь для изучения русского языка? Ты знаешь, когда я начинал учить русский язык, моя преподавательница, она ставила нам «Моя прекрасная няня», если не ошибаюсь. Она смешная, простая, интересная. Мне кажется, нужно начинать с комедии, легкой комедии, потому что обычно там будут простые слова, простые истории, которые практически все понимается, даже если не знать очень хорошо русский язык. А можешь дать мне советы по изучению русского языка? Ты знаешь, для меня музыка это очень важно, то есть неразделимые языки. Поэтому я всегда советую, когда люди учат новый язык, найти жанр, музыкальный жанр, и потом искать исполнительные на языке, который учится, именно по этому жанру, и слушать постоянно песню. Потом, если уровень уже более продвинутый, можно посмотреть фильмы, которые с аудио на языке, который учат, и с субтитрами тоже на этот язык, и так, чтобы тренировать мозг. И, конечно, сходить или искать друзья-носители. Мне кажется, сейчас в интернете есть очень много предложений, которые онлайн можно вживую общаться с людьми. И будет очень интересно, когда ты учишь язык, который как тандем, по-моему, это называется, и человек учит твой язык, и так сделать какой-то обмен информацией. А кто твой любимый певец? Певец? Мой любимый певец? В России? Да. Ты знаешь, наверное, это сложный вопрос, кто любимый певец, но я могу тебе сказать, что есть одна певица, которая относительно, могу сказать, новая, хотя бы для меня, и мне стало очень нравиться, это Зиверт. Эта девушка, не знаю, у нее что-то есть очень интересный, красивый голос, и она мне очень нравится, как она поет, и мне кажется, даже это отлично, чтобы учить русский язык, потому что слова очень простые, очень мелодично и прекрасный голос. Знаешь ее? К сожалению, нет. Come on. После этого видео, пожалуйста, поищи песни Зиверт. Я только начала слушать русский музыка, когда я начала вот это YouTube канал. Но это просто 4 месяца назад. А кто твой любимый? Я не могу сказать, кто моя любимый, потому что я не знаю много певец, я просто знаю Виктор Цой. Я всегда слушаю его музыку. Of course, yes, Виктор Цой. Давай, ребята, напишите в комментариях ваши рекомендации русской музыки. Так, Кикис, ты хочешь сказать что-то еще нашим друзьям? Ребята, если у вас есть желание учить испанский язык, пожалуйста, посмотрите мой канал. Я уверен, что вы можете найти очень полезную информацию. И, друзья, мы с Миржем записывали видео, где я говорю по-испански, она по-тагалски и по-филиппински. И вы даже не поверите, сколько похож. Понятно, Филиппина была колония Испании, и поэтому у нас есть очень интересно, которое осталось от Испании, очень интересное видео. Как раз он выходит одновременно, поэтому вы можете посмотреть на мой
моем сайте. Gracias, amigos. Muchas gracias. Ну все, ребята, вы видите, он очень хорошо говорит по-русски, лучше, чем я. Конечно. Я надеюсь, вам понравилось, и надеюсь, другие иностранцы найти это видео полезным. Спасибо за просмотр. Пока. Паалям.